Всем привет-привет! Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему. У меня была личная консультация, приходила женщина с запросом, как хочет сейчас проявиться моя душа в материальном мире. И мне понравился этот вопрос, и я захотела его сделать темой расклада. Итак, мы посмотрим, как хочет сейчас проявиться ваша душа именно в материальном мире. Посмотрим, что нам скажет. Смотреть будем на колоде Таро шаманов. Это прям для меня это колода для души, которая описывает состояние души. Итак, как хочет сейчас проявиться моя душа? Вот так. Восьмерка кристаллов. Перестать, как будто бы, знаете, разочаровываться. Отпустить прошлое, отпустить то, что не получилось, то, что не соответствовало каким-то ожиданиям. Здесь вот она хочет проявиться в материальном мире расслабленной, да, что вот как будто с доверием к миру и к тем процессам, которые происходят. Потому что здесь вот ощущение того, что этой ситуации предшествовало какое-то разочарование, неисполнение желаний, неисполнение каких-то ожиданий человека. И вот эта вот боль, она способствует переменам, трансформациям. И здесь поэтому душа говорит о том, что для того, чтобы этот процесс завершился, здесь нужно отпустить. Вот отпусти эту ситуацию, то, как она шла, да, то, как проживала. Королева кубков тоже про это говорит. То есть расслабься, доверься. Трансформация пройдет, да, вот как будто бы это как при гриппе. Да, пока не пройдут 3 суток, и вот это вот пиковое состояние температуры не пройдет, да, то как бы ты ни сбивал температуру, от этого толку мало будет. То есть должен пройти какой-то определенный цикл, а потом ты идешь уже на исцеление. То есть позволь как будто бы своему иммунитету выполнить свою работу, да, то есть не мешай. Здесь душа, она хочет проявиться сейчас именно так. Отпусти, расслабься и посмотри, что будет. Ты увидишь, как начнут происходить перемены, потому что здесь, с одной стороны, человек как будто бы сфокусирован на том, что ему больно, и тем самым он эту боль аккумулирует постоянно, и он не замечает то, что происходит вокруг него. То есть он как-то вот вцепился, вот здесь, если посмотреть цветок в груди у девушки, вот она как будто бы, знаете, вот вцепилась за эту боль, и она не видит вот этих вот прекрасных преображений гусениц, боже мой, не бабочка, а сейчас вспомню, стрекоза, вот, забыла. Преображение стрекозы, смотрите, сколько красивых стрекоз, и плюс ко всему водопад падает, да, то есть такие активные проживающие эмоции, и тут появляется такая нерайда воды, водная королева, которая говорит, все будет прекрасно, да, твои эмоции, они преобразятся, они успокоятся. То есть позволь проявить себя, то есть ты выходишь от восьмерки кристаллов и приходишь именно к королеве кристаллов. То есть ты должна вырасти только после того, как ты отпустишь, и ты посмотришь, как пройдет процесс очищения, вот, и во что это выльется. Как еще хочет проявиться ваша душа в материальном мире. Десятка костей говорит как раз-таки о том, что она хочет вырасти. Сейчас скажу, именно вырасти в теле. То есть вот этот опыт, он ей необходим, о котором здесь идет речь, что нужно отпустить. Этот опыт, он нужен, не нужно за него цепляться, потому что он станет какой-то ступенькой в вашем развитии, в вашем росте. Как хочет еще душа проявиться. Ловец снов, да? Как-то она хочет, здесь действия необходимы. Какие действия здесь нужны? Не надо сидеть, да, вот видите, действия танца, действия полета какого-то парения, да, здесь тоже бабочки изображены. Она хочет какого-то преображения, но это преображение изначально нереально на данном моменте, потому что вы не позволяете этому случиться. То есть вы как-то, не знаю, сфокусированы либо сосредоточены на том, что
уже не имеет никакого значения. То есть вы как-то вот по привычке, что ли, за это держитесь. Надо отпустить, надо впустить танец, надо впустить какие-то новые перемены в свою жизнь. Угу. Девятка кристаллов, смотрите, сколько у нас здесь кристаллов, да, девятка кристаллов говорит как раз про состояние вот этого вот парения, да, убери груз сердца, и ты начнешь парить, ты начнешь летать, и вот это вот состояние спокойствия, наполненности, может быть, экстаза, оно, именно это состояние, оно тебя и выведет на другой уровень. Здесь, знаете, как такое чувство, когда ты для того, чтобы взлететь на воздушном шаре, ты должна сбросить мешки, которые удерживают вот этот вот груз. То есть вам здесь душа говорит, сбрось вот это все лишнее для того, чтобы мы взлетели. А для чего мы взлетаем? Для того, чтобы перейти на другой уровень. На какой уровень вы должны перейти? Двойка луков здесь тоже говорит, на тот уровень, когда вы избавляетесь от... Причем смотрите, как хорошо, да, здесь человек в медитативной позе, и здесь человек, только он сидит на всей вот этой вот старом каком-то хламе, вот, и ему некомфортно, и его внутренний взор, да, говорит, ему указывает на то, от чего он должен избавиться, вот от какого-то старого вот этого вот хлама, для того, чтобы вот эти вот чистые цветы лотоса, либо это, как этот, может быть, подснежник, нет, как нарцисс, не знаю, какие-то такие вот маленькие цветочки, не помню, как они называются, вот, чтобы они спокойно цвели, чтобы душа спокойно парила. То есть здесь все говорит о том, что нужно что-то отпустить из старого, то, на чем вы сейчас сидите, вам уже на этом некомфортно сидеть. Очистить пространство для того, чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь. А что новое должно войти? Десятка кристаллов. Да? То есть вот этот вот прошлый опыт, который помог вам повзрослеть каким-то образом, да? И должно войти, прорасти здесь что-то новое, какой-то новый цветок прекрасный должен взрасти, но вы уже к нему будете относиться с большей заботой, с большим вниманием, что ли. То есть вот то, что вы прожили, вы из этого сделаете какие-то определенные выводы, и после этого вы уже не будете разрешать себе поступать с собой именно так, как это было в прошлом. То есть не надо холить или леять сейчас эту боль, ее нужно отпустить, на ее месте должно взрасти, то есть вы должны посадить какое-то новое красивое растение, за которым вы будете ухаживать, которое вы будете любить. И вот оно даст какие-то свои прекрасные новые плоды. Как-то так.